Астрономы создали новое изображение межзвездного объекта, получившего название 3A Atlas. И результат оказался довольно удивительным. Вместо привычных признаков кометы мы видим признаки химических веществ, которые не укладываются в известные модели, а также облако пыли, обвивающее ее ядро в виде слезы. Это изображение – лишь третья межзвездная посетитель, которую мы когда-либо наблюдали, и оно вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Самое главное, ученые даже не уверены, понимают ли они, что именно наблюдают. Итак, что же открыло это новое изображение 3A Atlas? Почему его состав и форма бросают вызов нашим представлениям о космических гостях? И как Европейское космическое агентство собирается попытаться перехватить эту комету неподалеку от Марса? Давайте разберемся. Чтобы понять все это, сперва нужно сделать шаг назад и задать себе вопрос: что именно такие межзвездные объекты? На протяжении всей истории астрономии мы зафиксировали всего 3 объекта, приближающихся из другой звездной системы. Первым был знаменитый Оumuamua в 2017 году. Путешественник в форме сигары без видимой комы, который противоречил ожиданиям и стал предметом горячих споров о своей природе. Вторым был Туи-Борсов в 2019 году. Его появление было более обычным. Классическая комета с облаком пыли и газов. По сути, это была обычная комета, которая просто случайно забрела из другой звезды. И вот теперь у нас есть 3A Atlas, обнаруженный 1 июля 2025 года телескопом Atlas в Чили. И снова правила начинают переписываться. Как же астрономы смогли определить, что 3A Atlas – межзвездный объект? Все дело в его траектории. Она буквально выдала его природу. Этот объект практически кричит о своем чужеродном происхождении. Он совершает однократный проход Division Data, движется слишком быстро, чтобы удерживать его гравитация Солнца. В момент первого обнаружения он мчался со скоростью более 130 тысяч миль в час по очень крутой, почти назад наклоненной траектории через внутреннюю часть Солнечной системы. Такая гиперболическая орбита означает, что он пролетит мимо один раз и больше не вернется. Как отмечает астроном из Уэслендского университета Лос-Анджелеса Дэвид Дживит, это похоже на мгновенный взгляд на ружейную пулю, увиденную на 1000-ю долю секунды. Вы не можете с точностью определить, откуда она взялась. Что мы точно знаем, этот объект очень древний. Расчеты показывают, что он пришел из плотного диска Млечного Пути, далекого и старого региона нашей галактики, что делает его, возможно, старше нашего собственного Солнечного системы возрастом 4,6 миллиарда лет. Ранние наблюдения показывают, что 3A Atlas ведет себя как комета. Его окружает размытое облако газа и пыли, которое формируется в результате испарения льда, известное как кома. Но даже в этом случае объект нарушил привычный шаблон. Активность проявилась гораздо дальше от Солнца, чем ожидалось. Позже данные с тестового космического аппарата НАСА показали, что комета уже начала светиться еще в мае 2025 года, когда она находилась примерно в 6 астрономических единицах за орбитой Юпитера. Обычно кометы активизируются только при приближении к Солнцу и при более высокой температуре. Это был первый намек на то, что ее состав может сильно отличаться от других известных комет. Также изменились оценки ее размера. Исходя из яркости, ученые сначала предположили, что ее ядро может иметь диаметр от 3,5 до 7 миль, что сделало бы ее крупнейшим межзвездным объектом, когда-либо наблюдаемым. Остальная часть – это ее светящееся облако – кома. В отличие от вытянутого Оumuamua,
Триэй Атлас практически не показывает сильных изменений яркости, что говорит о более-менее сферической форме. История этого объекта могла бы закончиться как просто случайным посетителем, но его внешний вид и химический состав сделали его самым загадочным межзвездным кометом на сегодняшний день. И космические телескопы Хаббл и Джеймс Вебб зафиксировали в нем признаки, которых раньше не наблюдали у подобных тел. Первое большое удивление вызвало, когда астрономы направили космический телескоп Джеймс Вебб на Триэй Атлас, чтобы изучить его химию. 6 августа 2025 года Вебапо использовал свой инфракрасный спектрометр, чтобы исследовать его комету. В результате было обнаружено, что размытое облако атмосферы состоит в основном из углекислого газа. На самом деле, его концентрация была примерно в 8 раз выше, чем у водяного пара. Для сравнения, в большинстве комет в нашей Солнечной системе вода является основным летучим веществом, которое испаряется, тогда как углекислый газ обычно играет второстепенную роль. Но здесь соотношение СО2 к H2O составляет 8:1, что является одним из самых высоких показателей, когда-либо зарегистрированных. Единственным похожим случаем, на который можно сослаться, был далекий комета Ц 2016 года Р2, но и он не был столь необычным, как Триэй Атлас. Это редкое и необычное химическое сочетание очень сильно указывает на то, что Триэй Атлас сформировался в совершенно иной среде, отличной от нашей солнечной туманности. Но как же комета могла содержать так много углекислого газа по сравнению с водой? У ученых есть несколько гипотез. Одна из них – что Триэй Атлас образовалась рядом с линией льда Со2 в своей исходной звездной системе, в зоне, расположенной далеко от звезды, где мог замерзать углекислый газ. Другая гипотеза, что его лед был изменен радиацией или звездными ветрами в его домашней системе, что привело к изменению химического состава. Еще одна возможность, что у Триэй Атлас есть толстая теплоизоляционная корка на поверхности, которая удерживает внутри большую часть водяного льда. Когда комета приближается к Солнцу, только более летучие вещества, такие как К2 и моноксид углерода, могут выходить через трещины, а вода остается замороженной до тех пор, пока не достигнет гораздо более высокой температуры. Несмотря на все гипотезы, ученые внимательно следят за объектом, потому что к концу октября 2025 года Триэй Атлас достигнет своей ближайшей точки к Солнцу, чуть за орбитой Земли, и, возможно, раскроет свою истинную природу. Интересно, что, измеряя соотношение изотопов в газах комы, исследователи смогут получить подсказки о его месте происхождения. В частности, отношение изотопов углерода С12 и С13. В СО2 очень похоже на то, что мы наблюдаем в земной атмосфере, что говорит о том, что материал этой кометы сформировался в звездной системе, химия которой не сильно отличается от нашей Солнечной системы. Парадоксально, что она одновременно экзотична из-за высокого содержания К2 и одновременно очень узнаваема по изотопному отпечатку. Значит ли это, что Триэй Атлас сформировалась в холодных краях далекой системы, где баланс льда и газов был иным, или же она долгое время дрейфовала в темных глубинах космоса замороженным углекислым газом, а сейчас разогрета солнечными лучами? Единственный способ получить ответ – это новая фотография, сделанная телескопом Хаббл, на которую мы сейчас и перейдем. Пока Джеймс Вебб исследовал химический состав Триэй Атлас, телескоп Хаббл сосредоточил внимание на его внешнем виде. Он снял высококачественное изображение 21 июля
2025 года, когда комета находилась примерно в 277 миллионах миль от Земли. Полученное фото поразительно. Вместо симметричного светящегося ореола Трией Атлас окружено слезообразной каплей пыли, которая обвивает его ядро. Это выглядит как размытое вытянутое свечение с яркой головой, словно комета разбрасывает широкий поток материи в одну сторону. Хаббл подтвердил, что пылевое облако неравномерно распределено. С одной стороны есть широкий поток пыли, указывающий в сторону Солнца, а противоположная сторона тянется слабее, образуя тонкий хвост, уходящий в противоположную сторону. Это совершенно противоположно классической картине кометы, когда хвост всегда тянется в сторону, противоположную Солнцу под действием солнечного излучения и солнечного ветра. На самом деле у Трией Атлас есть слабый хвост, который уходит в сторону от Солнца, но основной особенностью является обилие пыли, направленной в сторону Солнца. Астроном Дэвид Джвит, руководитель анализа данных телескопа, отметил, что объект явно активен и уже выбрасывает большое количество пыли, несмотря на то, что находился почти в 4 раза дальше от Солнца, чем Земля. Почему же комета кажется светящейся не только сзади, но и спереди? Вероятное объяснение – это геометрия и момент наблюдения. Трией Атлас движется к Солнцу по очень наклонной траектории. И при наблюдении мы можем видеть крупный поток пыли, который выбрасывается со стороны, обращенной к Солнцу наподобие луча фар автомобиля. Частицы пыли летят с поверхности кометы в направлении Солнца, затем слегка отклоняются под действием солнечного давления, создавая широкий дугообразный поток. В то же время классический хвост кометы остается слабым. Такой необычный узор пыли, скорее всего, свидетельствует о том, что Трией Атлас приближается к звезде впервые за очень долгое время. Это изображение также помогло уточнить размеры кометы, анализируя распределение яркости. Команда Джвита установила верхний предел для ядра менее чем в 3,5 мили в диаметре. Вероятно, оно еще мельче, возможно, всего около четверти мили в ширину, если большая часть света исходит от пыли. Для сравнения предполагалось, что ядро Тви-Борса было около мили в диаметре, а ядро Амуамуа всего 100-200 ярдов. Обсерватория Лос-Камбрес также отметила, что все 3 межзвездных объекта выглядят очень темными и красноватыми, отражая всего около 5% солнечного света. Это говорит о том, что их поверхности состоят из сложных материалов, богатых органическими веществами. Учитывая, насколько уже поразил астрономов внешний вид этого кометы, можно представить, что произойдет, когда ее начнут наблюдать не только с Земли, но и с другой планеты. И у нас есть очень хорошая возможность сделать это уже очень скоро, в октябре этого года. Следует отметить, что пока Трией Атлас движется по внутренней части Солнечной системы, оно не подойдет особенно близко к Земле, что в некотором смысле облегчает нам задачу по безопасности, хотя и немного разочаровывает наблюдателей на нашей планете. Самое близкое расстояние до Земли и около 168 миллионов миль, что значительно дальше орбиты нашей планеты и за пределами ее зоны. Но в этом случае у нас есть преимущество. Траектория кометы приведет ее гораздо ближе к Марсу. 3 октября 2025 года, примерно в этот день, комета пролетит всего в 18 миллионов миль от Марса, примерно в 2 астрономических единицах. Такая удачная геометрия позволяет аппаратам, находящимся на орбите другого планеты, попытаться зафиксировать и изучить межзвездного гостя. Европейское космическое агентство очень быстро осознало эту возможность. Колин Вильсон, главный ученый ССА по миссиям на орбиту Марса,
недавно подтвердил планы наблюдать за Три Атлас во время его близкого пролета. Для этого ССА задействует два орбитальных аппарата. Марс Экспресс. Экспресс будет использовать свою высокоразрешающую стереокамеру, а ТГО – свою цветную стереокамеру и спектрометры. Это означает, что они не только сделают снимки, но и попытаются определить состав газов. Что же надеются узнать ученые от этого пролета? Несмотря на то, что расстояние в 30 миллионов километров все равно велико, Марс предоставляет лучший обзор. Если комета будет достаточно яркой, камеры орбитальных аппаратов смогут определить наличие асимметрии или структур в коме, а также примерно понять форму ядра. Разрешение недостаточно для отображения деталей поверхности, но оно достаточно для получения цветовых данных, дополняющих наблюдения, сделанные Хабблом и другими телескопами. Если выброс газов будет сильным, спектрометры смогут зафиксировать молекулярные сигнатуры, спектральные отпечатки воды, СО2 или монооксида углерода в хвосте кометы. Вполне возможно, что НАСА также подключится к этой миссии, и у них есть ресурсы на Марсе для наблюдения за объектом. Например, длительная миссия Maven, которая изучает атмосферу Марса, орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter и китайский TAN-1. Все они оснащены камерами, которые могут быть использованы для съемки 3A Atlas во время его пролета. Это может стать глобальной межпланетной инициативой, совместной программой наблюдения за новым межзвездным гостем. Пока на дальних границах Солнечной системы другие аппараты также могут иметь возможность его заметить. Миссия SSOSO-JAIS, которая сейчас направляется к Юпитеру, планирует провести наблюдение в ноябре 2025 года, если позволят условия. У JUICE есть свои ограничения из-за термического режима, но команда все равно собирается использовать 4 своих инструмента, чтобы собрать максимально возможное количество данных об этом объекте. Также упоминалась возможность участие аппарата НАСА «Люси», который движется в сторону Троянских астероидов. Теперь подумайте, что это значит. Если мы когда-либо захотим отправить космический корабль, чтобы преследовать межзвездный объект, возможность практиковаться с орбитальными аппаратами Марса бесценна. Мы учимся быстро координировать свои действия, потому что межзвездные посетители обычно дают очень мало времени на подготовку. 3A Atlas был обнаружен всего за несколько месяцев до предполагаемого лучшего окна для наблюдения. Орбитальные аппараты Марса уже готовы к действию, и хотя первые изображения еще не получены, некоторые ученые уже выдвинули смелые идеи. Почему бы не использовать этот шанс и не попытаться, например, перехватить объект или хотя бы сделать его снимки? Почему бы не применить к нему методы, которые позволяют лучше понять его природу? Одна из таких идей – использовать космический аппарат НАСА Джуна для попытки перехвата межзвездного объекта. Джуна сейчас находится на орбите Юпитера, и в середине 2025 года ученые предлагают запустить его двигатели, чтобы отразиться от Юпитера и направиться к 3A Atlas, когда он покинет Солнечную систему. По расчетам, если Джуна выполнит маневр в августе или сентябре 2025 года и использует гравитацию Юпитера, он сможет выйти на траекторию, которая пройдет мимо кометы в конце 2025 или в начале 2026 года. Но есть одна сложность. Для этого потребуется существенное изменение скорости, что потребует огромных запасов топлива. А сама Джуна изначально не предназначена для преследования межзвездных объектов. Это очень амбициозная и рискованная идея, которая, скорее всего, превышает возможности аппарата
по запасам топлива и техническим характеристикам, и НАСА пока не показывает серьезных намерений реализовать ее. Однако это показывает, как сильно ученые хотят иметь возможность ближе рассмотреть этот объект. Даже короткие пролеты, съемка ядра или непосредственный сбор проб из комы могут дать очень много ценной информации. Дживит предложил: а что если вместо того, чтобы завершать миссию Джуна погружением его в Юпитер, использовать его для смелых исследований? В ближайшем будущем такие миссии, как Интерцептор Комета, совместный проект ЕСА и JAK, смогут подготовиться к следующему межзвездному гостю. Он будет запущен на специальную стоянку в космосе и будет ждать появления новых объектов. Если будет обнаружена новая комета с подходящей траекторией, космический аппарат сможет отправиться на перехват, выпустив небольшие зонды для многопланового и детального анализа. Все ученые, независимо от того, поддерживают ли они натуральную теорию происхождения таких объектов или склоняются к более экзотическим гипотезам, сходятся в одном: нам нужно больше данных о межзвездных объектах. До 2017 года мы вообще не видели ни одного вблизи, а к 2025 году уже наблюдали 3. Каждый из них – это кусочек другой звездной системы, который мы можем изучать прямо сейчас. Извините за это. Вот завершение последнего абзаца и окончательное продолжение текста. Они могут содержать подсказки о том, возможен ли в других системах возникновение жизни, или раскрывать новые астрофизические процессы, которых мы раньше даже не представляли. И если однажды один из этих объектов вдруг окажется инопланетным кораблем или зондом, разве мы не захотим уметь его распознать и понять его предназначение? Одно можно сказать точно: наши возможности исследования расширились настолько, что мы уже не ограничены только объектами, вращающимися вокруг Солнца. Что бы ни открыло это загадочное межзвездное тело, оно, вероятно, станет лишь началом. Следующий объект может оказаться еще более поразительным и необычным. Готовясь попрощаться с этой межзвездной кометой, мы невольно задаемся вопросом: когда же появится следующий посетитель из глубин космоса? И будем ли мы готовы раскрыть его тайны, понять, что он нам хочет сказать, и чему он может нас научить о Вселенной, а возможно и о самих себе? Время покажет, но одно ясно: межзвездные объекты – это новые окна в неизведанное, и каждый их визит – это шанс расширить наши знания и взглянуть